Здравствуйте, мои дорогие! Приветствую всех на канале. И сегодня я хочу вернуться к теме сухого голодания. Или лучше сказать пищевой паузы, или еще лучше оздоровительной паузе в еде. Я буду подглядывать свои заметки, чтобы не тратить много вашего времени. Хочу очень быстро пробежаться по этой теме, потому что мне хочется подвести очередной итог, так как прошло уже 2 года с момента, когда мы начали с мужем практику сухого голодания. Недавно я смотрела одно видео на другом канале, и там обсуждались, в общем, проблемы, неприятные проблемы. Это нехороший запах от тела, запоры, сильный запах изо рта при беспроблемных зубах, например. Да, у вас нет никаких проблем, а тем не менее запах есть. И этот запах идет из организма. И говорилось о проведении антипаразитарных процедур, обязательных 1-2 раза в год. И это очень хорошее дело, особенно для тех, у кого кошечки, собачки и вообще какие-то животные дома. Но хочу я вам сразу сказать, кто практикует даже кратковременное сухое голодание, это тоже является отличнейшей, сильнейшей очисткой организма. В городе при активном режиме жизни мне, например, трудно представить, чтобы я долговременное голодание себе устроила. Потому что если даже вы 4 дня голодаете, вы должны 3-4 дня выходить из этого голодания. То есть целая неделя у вас занята голоданием. И практиковать каждую неделю это невозможно. Вообще лучше это делать где-нибудь подальше от города, в лесу, в горах, в каком-то более уединенном месте. А еще лучше под присмотром врачей, потому что люди, особенно неподготовленные, делают ошибки всякие. И, в общем, если вы новичок в этом деле, обязательно надо в каком-то оздоровительном центре это делать, например. Мне удобно голодать именно 36-42 часа. Я не зарекаюсь, у меня получается 136-142. Возможно, я перейду, если у меня будут на то основания или условия, я перейду на более долгосрочное голодание, может 2-3 дня. Но не сейчас. Сейчас у меня нет такой потребности. Я привыкла к такому ритму, я не ощущаю никаких неудобств во время голодания. Такой вопрос был, и вот я рассказываю, что сейчас нет, я делаю все, что я запланировала. Единственный момент, мне пришлось отказаться от жесткого сухого голодания, потому что у меня, если какие-то дела, я хожу, я как бы трогаю там, да, и в транспорте что-то, и деньги, и с людьми общаюсь, и поэтому как бы руки надо мыть, и, в общем, мне пришлось пока отказаться от этого. То есть, когда ты на жестком сухом голодании, ты должен сидеть дома или там в лесу где-то находиться, ну, где-то, в общем, как бы ты не можешь ни накраситься, ни с людьми встретиться, ни руки помыть. В общем, это чревато в наших условиях было. Поэтому я сейчас пока отказалась от этого. Но если ваши условия позволяют сидеть на жестком сухом голодании, лучше практиковать его, так как я вам скажу, что разница ощущается. Ощущается. Просто на сухом голодании, конечно, вам просто, на простом сухом, вам гораздо легче, потому что вы можете пополоскать в любой момент рот, сходить в душ и так далее, если жарко. В общем, жесткое сухое лучше. Меня спрашивали в комментариях, какие ощущения есть поначалу, когда ты начинаешь голодать. Это все я подробно рассказывала в других видео. Все они есть в плейлисте «Сухое голодание». Ну и я оставлю ссылки в конце этого видео. И под этим видео вы все найдете. Не буду здесь на этом заостряться. Но это важно посмотреть. Вкусы тоже очень сильно меняются. Это сейчас я могу через 2 года практики сказать. Если раньше на выходе мне никак не хотелось этого салата щетка, я прям видеть его не могла. Это капуста, морковка и свекла, то сейчас мне наоборот хочется именно это сочетание. Ну, я не могу на выходе без вареных овощей, пока не могу, я делаю себе суп. Туда и так идет капуста, картошка, там, я не знаю, сельдерей, помидор можно туда положить, лук я такими большими кусками кладу, паприку. В общем, все, что вам надо, вы можете туда закинуть. Зелень, помидор можете кинуть, кабачок, все, что хотите. И этот суп я ем во второй половине дня выхода.
И он мне очень быстро утоляет все мои потребности в еде, и больше я мне не испытываю чувство голода, и, в общем, очень хорошо. Сейчас я его сочетаю именно с этим салатом. Раньше я не могла этот салат взять в рот. И мне казалось, что вкус не меняется, сейчас я вижу, что да, он меняется. В день выхода, помимо этого, вначале вы пьете, конечно, воду с лимоном, потом воду, разбавленную соком. И вечером вы можете пить любой травяной чай, сырые овощи, фрукты, любые ягоды, исключая, конечно, из фруктов виноград и бананы. Они слишком сладкие. В день выхода их не надо есть. Сухофрукты и орехи тоже не надо есть. Если очень будете прям голодны, вот такое чувство голода, ну, может такое быть, съешьте лучше вареную картошку без масла. Ну, вот у меня суп лучше утоляет вот эту потребность. Но сейчас я не испытываю чувство голода такое. Это на первых первые несколько раз, да, а потом нет. Потом вы втягиваетесь, и ничего такого, неприятных ощущений никаких нет. Даже от 36 часов голодания я вижу сразу улучшение внешности и очень приятные ощущения в теле. Вы скидываете пару лишних кило, часть в них, конечно, этих кило возвращается, пока вы едите на неделе, но постоянная практика будет держать ваш вес в норме. Вы будете все время в тонусе, вы не набираете как бы глобально, если смотрите, лишний вес, а будете его очень плавно снижать, если он у вас лишний имеется. Даже если вы сделаете паузу на практике, мало ли какие обстоятельства, ну что-то такое, вот не можете вы поголодать на этой неделе. Я советую, не надо менять никакие дни, просто пропустите это голодание и войдите в тот день, в который вы привыкли голодать. Потому что организм, он имеет свою память, и он уже будет готов к этому фиксированному дню. Например, если вы в среду обычно голодаете, то во вторник вы ходите, в среду голодаете, в четверг уходите, как обычно, и делайте вот просто дальше так. Далее, ваш организм очищается, и вы это очень хорошо почувствуете, даже если вы прекрасно питаетесь и двигаетесь. Это не обязательно спорт. Вот заметьте, что все долгожители, они что-то делают. Они постоянно двигаются, и у них обязательно есть нагрузка на тело. Так что, если вы хотите долго жить, быть в своем уме, то надо шевелить телом постоянно. Также у вас обостряется обоняние очень сильно. Вы за несколько метров, за много метров чувствуете запахи. Повышается интуиция. Ты чувствуешь, и ты видишь как будто бы людей насквозь, и безошибочно как-то даешь им оценку свою, которая подтверждается в конечном итоге. Мозги ощущаются как бы тоже, и тебе приходит бесконечное количество идей. Не забывайте записывать. В общем, постепенно вкусы меняются полюбовно. Вы интуитивно отказываетесь от неполезных вам продуктов. Мне, например, противно вот сейчас даже в рот взять какую-то чипсину, или я не могу не есть некоторые виды колбасы, вот прям запах меня невозможно переносить. Или некоторых сортов мяса. У меня очень неприятные ощущения от них потом. Даже просто вот пачку новую открываешь, вот сразу чувствуешь, что что-то там не то. Я гораздо чаще стала варить, тушить или печь, вот нежели жарить, хотя жареное раньше любила. Я стала есть сырую свеклу. Раньше я не могла, прям мне противно, меня тошнило от ее вкуса и от ее вида. Далее вошли в мой рацион творог и сыр. У меня с сыром были очень такие натянутые отношения. В общем, вкус меняется точно. Я не переношу сейчас, вот прям противно мне сладкие продукты, не могу есть шоколад, печенье, особенно когда печенье с начинкой с какой-то. Даже мороженое кажется, любое абсолютно, даже лимонное мороженое, мне кажется переслащенным. Кожа разглаживается, особенно это видно на лице, вам будет видно. Это через экран, это все ерунда. Вы увидите себя в зеркало, и вы сможете оценить, какая кожа была до голодания и какая стала после голодания. Голодание омолаживает и улучшает общее состояние организма совершенно точно. Это наиболее простой и доступный вид очищения организма. Во время голодания организм отдыхает от своей повседневной, каждодневной нагрузки. Ему не надо переваривать пищу, и вы почувствуете прилив вот этой освободившейся энергии. Прямо очень хорошо.
После голодания, вот после начала нашей практики, я заметила, что я ем в 2 раза, вот мои порции в 2 раза меньше, чем раньше. Вы очень быстро насыщаетесь. Кроме того, при очищении организма голоданием исчезает, сгорает гнилостная микрофлора и восстанавливается та, которая должна быть у молодого здорового человека. Я рукой машу, палец порезала только что. Все в человеке, кожа, все жидкости в организме, все органы очищаются от ненужного и вредного при голодании. Именно поэтому суставы становятся более подвижными, связки более эластичными, как у молодых людей. Кровь прекрасно циркулирует по всему организму, и я это могу подтвердить, потому что гибкость тела возвращается после голодания. Совершенно точно. Мы в общей своей массе довольно мало двигаемся и едим не особо чистую пищу. Может, кто-то выращивает там свое, но все равно, понимаете, экология тоже не очень, и поэтому много энергии сливается на переработку организмом этой вот еды. И мы еще часто, незаметно для себя, переедаем. Слишком много жира, слишком много сладкого, слишком много крахмала, соли, там всяких, знаете, этих добавок, много острого, это вот я люблю. Алкоголь даже в малых дозах вреден. Это видно сразу по внешности, кто бы что ни говорил. Потом мы много недополучаем, вот в Германии совершенно точно, солнечных лучей. А когда мало солнца, витамин D не вырабатывается, ты хочешь кушать. И потом, кто живет в городе, воздух тоже у нас загрязнен, мы же не в горах, далеко от цивилизации. В общем, вся потребляемая нами вот эта вот гадость влияет на организм отвратительнейшим образом. Она, вот эта грязь, она накапливается в мышцах, в жировой ткани, в соединительной ткани, в костной ткани, везде. Грязь накапливается в протоплазме. Вот я пошла и нашла информацию, что такое протоплазма. И это содержимое живой клетки, включая ее ядро и цитоплазму. Все мы учили биологию. Это материальный субстрат жизни, живое вещество, из которого состоят организмы. И когда мы переедаем, все лишние продукты как бы превращаются в яд. Поэтому организм время от времени необходимо чистить. Вот это воздержание или пищевая пауза просто прекрасное средство для очищения. Организм автоматически переходит на внутреннее питание за счет накопленных вот этих вредоносных излишеств. И когда вы без перерыва едите, мы накапливаем вот эти вот вредные вещества в клетках. Потом тело засоряется очень сильно лекарствами, особенно если вас неправильно лечат. А это очень частая картина везде. Вам, может, витаминов не хватает или каких-то продуктов, а вам врач выписывает какие-то медикаменты. Вот как меня лечили 20 лет разные врачи разными медикаментами от мигрени. Абсолютно без толку, от которых у меня болел от этих медикаментов желудок, а на мигрени это никак особо не действовало. После очищения организма, моего чистого, как мне казалось, организма, мигрень вдруг прошла. И вот уже 2 года у меня не было ни головной боли, ни мигрени. Я не могу сказать, что я про мигрень забыла, потому что у меня мигрень была в тяжелейшей форме. Ты умираешь на 4 дня, потом ты воскрешаешь, ничего не помня. Вот эта моя таблетка от мигрени, которая не очень помогала, так слегка, она до сих пор лежит в ванной комнате. Не знаю, почему-то я ее прям боюсь выбросить. Она там, наверное, уже срок годности прошел, но она у меня лежит одна. В общем, моя цель, я хочу жить дальше совсем без медикаментов. В общем, тем, кому за 50, я особенно рекомендую обязательно попробовать практику сухого голодания, вот такого кратковременного, несколько раз. Только, пожалуйста, обращайтесь предварительно к врачу. Он все-таки должен вам сказать, можно вам это делать или нет. Есть такие болезни, при которых не рекомендуется сухое голодание, и вам врач должен об этом сказать. Здесь я не могу не поделиться своим опытом, потому что он для меня был положительным. Я избавилась от очень такого сильного недуга. Я просто констатирую факт. Я не врач,
Я только могу сказать, что вот мне 55, у меня нет желчного пузыря, давление мое за это время практически нормализовалось, я избавилась от мигрени, только начав практиковать сухое голодание. Иногда наш организм засорен, и он перегружен. Ему надо обязательно перезапуститься. Вот как, знаете, холодильник мы моем или какие-то вот приборы, их надо отключить, промыть, высушить и обратно включить. Вот так с нашим и организмом. Если мы этого не будем делать, то рано или поздно организм выйдет из строя. И вот голодание самый простой и короткий путь к здоровью. Это я вам совершенно точно говорю. Все ссылки, которые вам будут нужны, я оставлю под видео, я оставлю в конце видео. С вами я прощаюсь, обнимаю всех и целую. С вами была Наташа. До новых встреч. Пока.